Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать очень крутой свитер на спицах, который будет стройнить нашу фигуру. Это кажется из области фантастики, но это действительно так. Посмотрите вот на эти косые линии, которые подчеркивают стройность фигуры. Они привлекают к себе внимание, и все остальное растворяется и становится незаметным. Свитер связан в стиле оверсайз. У него широкие удлиненные рукава, смотрится очень стильно и круто. Вот на мне сейчас надета юбка-карандаш. Посмотрите, как все это выглядит в тандеме. Ну, согласитесь, здорово. А если еще будет и обувь на каблучке, то будет вообще просто отпадный образ. Ну и с джинсами свитер, конечно же, будет смотреться просто супер. Поэтому скорее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будем вязать этот шикарный свитер вместе с вами. А еще хотела же рассказать вам про воротник. Он у меня вот сделан прям по высоте шеи, то есть если холодно, его можно разогнуть. А так мне понравился вариант, когда этот воротник подогнут не наружу вот так, а вовнутрь. Смотрится очень круто и здорово. Сегодня мы снимем мерки. Я вам покажу, как строить выкройку на любой размер. И вы спокойно свяжете этот свитер вместе со мной. Давайте начинать. Вот так выглядит свитер сблизи. Посмотрите, как красиво переходит узор в резинку 2 на 2, как возле горловины, так и по низу. И сейчас я вам расскажу, какие необходимо снять мерки и как мы строим выкройку. Я брала обхват груди и добавляла 10 сантиметров на свободу облегания. То есть ширина переда и спинки у меня 96 сантиметров. Или если мы поделим на 2, то 48 сантиметров ширина переда и 48 сантиметров ширина спинки. Дальше мы измеряем обхват бицепса. Обязательно при этом руку сгибайте в локтевом суставе. Мы обхват бицепса делим на 4, получаем ширину подреза. Дальше 24 сантиметра это будет длина плечевого скоса. И если мы 24 поделим на 2, то получим 12, это высота проймы. Дальше мы измеряем обхват шеи, у меня 29 сантиметров. Делим его на 5, получаем глубину выреза по переду. Глубина выреза по спинке будет в 2 раза меньше, то есть 2,5 сантиметра. И затем определяем ширину выреза, то есть я обхват шеи делю пополам, добавляю 10 и получаю, что 25 сантиметров это будет ширина выреза. Дальше, смотрите, начинаем вязание мы снизу, то есть вяжем сначала резинку и довязываем в круговую до начала проймы наш свитер. Я связала в общей сложности 30 сантиметров. Затем мы вяжем отдельно перед и спинку. И когда отделяем подрез, начинаем выполнять прибавления с каждой стороны, таким образом получая пройму и спущенное плечо. Затем наоборот начинаем убавлять и получаем скос плеча и небольшой участок прямого плеча. И затем в таком же порядке вяжем и саму спинку. По переду есть небольшие усложнения за счет узора, за счет того, что узор имеет наклон, то есть необходимо будет формировать в районе вот этих крайних кос прибавки. Вот здесь вот их видно. Я делала прибавки из протяжки, а с другой стороны, наоборот, идут убавления. Еще будет небольшая сложность в том, что нужно будет соблюдать плотность вязания узоров. Понятно, что арановый узор имеет более высокую плотность, и когда мы выполняем вот этот плечевой скос, который необходимо будет потом сшивать, нужно будет выполнять убавление по косе. Но дальше я уже об этом более подробно расскажу. Смотрите, мы когда связали перед и спинку, выполняем швы и начинаем вязать наш воротник.
Я его вязала небольшой, 11,5 сантиметров, то есть у меня воротник без подгиба. Петлевку я тоже не делала, потому что она бы утяжелила изделие. Изделие с достаточно толстой пряжи. И дальше мы начинаем вязать рукав. Рукав вяжется вот таким образом сверху вниз. Он идет без убавлений, то есть достаточно широкий рукав, к тому же удлиненный. И затем собирается манжетом. Манжет у меня 7 сантиметров. Сейчас я вам расскажу, как рассчитать количество петель. Это схема самого узора. И сам колосок занимает 23 петли. Но для колоска обязательно нужна по краям изнаночная гладь, чтобы отделить его. То есть я вот делала для того, чтобы отделить колосок от лицевой глади, 2 изнаночные с одной стороны и 2 изнаночные с другой стороны. То есть дополнительно у меня к 23 петлям колоска добавлялось еще 4 петли изнаночной глади. И общее количество петель на узор составляет 27. Я вам сейчас скажу несколько принципов для набора петель. Во-первых, количество петель должно делиться на 4. Это требует резинка 2 на 2. Еще один момент. Как я уже сказала, колосок будет 27 петель, но при расчете мы берем 26 петель. 27-ю петлю будем прибавлять, иначе у нас узор красиво не впишется в резинку. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот она петля, добавленная посередине изнаночной дорожки, чтобы узор вот так вот красиво переходил из резинки. Дальше. Количество петель между колосками должно делиться на 4 плюс 2. Это опять же для того, чтобы красиво вписать узор. Вот у меня между колосками 6 петель, чтобы узор красиво вписывался. Можно оставить даже просто 2 петли. То есть вот 2 изнаночные связали, и отсюда уже начинаем колосок. Но я сделала чуть побольше, 6 петель. И, конечно же, количество петель переда и спинки будет разным, потому что у нас на спинке нет колосков, и в результате этого разная плотность вязания. Конечно, нужно связать образец и посчитать плотность вязания. У меня для лицевой глади 2 петли это 1,1 см, а колосок 27 петель, то есть вместе с петельками изнаночной глади по краям, он занимает 8,5 см. Подрез мы уже с вами рассчитали из обхвата бицепса, он 6 см, и в итоге получается 11 петель, если мы переводим. Да, мы должны перевести, то есть 6 умножаем на 2 петли и делим на 1,1 см. Я получаю, что это 11 петель, но нечетное число будет неудобно, поэтому мы округляем до 10. Дальше спинку рассчитываем. Спинка у меня 48 сантиметров. Переводим в петли, то есть я умножила на 2, разделила на 1,1. Получаю спинка 87 петель должна быть. С передом теперь посложнее из-за того, что используются разные узоры. Перед у нас всего также 48 сантиметров. И мы знаем, что колосок у нас занимает 8,5 сантиметров, а их спереди у нас 3 штуки. Поэтому мы 8,5 умножаем на 3 и вычитаем от 48 сантиметров. Получаю 22,5 сантиметра. Это то количество сантиметров, которое будет занимать лицевая гладь. Также переводим в петли. Получаем, что это 41 петля. Дальше считаем общее количество петель переда, то есть берем петли, которые идут на лицевую гладь, 41, и плюс 3 колоска. Мы с вами договорились, что пока на колосок берем 26 петель, 3 умножаем на 26, получаем, что для переда необходимо 119 петель. Видите, какая разница? 119 и 87 за счет разной плотности вязания. Теперь мы распределяем колоски и лицевую гладь по переду. У нас центральный колосок, мы знаем, 26 петель. Еще колоски по 26 петель. Между колосками я взяла по 6. Это лицевая гладь, то есть можно брать количество петель, которое делится на 4 плюс 2, или просто 2 петли. Вот это вот все дело мы складываем. 26, 6, 26, 6, 26. Получаю всего 90 петель. А у меня 119, то есть остается 29 петель. Я не смогу разделить их на 2 части, чтобы вместить по краям. Поэтому одну петлю от спинки заберу. Получу, что спинка 86 петель, а перед 120 петель. И у меня остается 30, я делю пополам. И получаю, что по 15 петель еще у меня идет по краям. Если я вот это все сложу, получу 120 петель для переда.
Складываем петли переда и петли спинки, получаю 206. 206 нам не подходит, это число не делится на 4. Опять же, я от петель спинки убираю 2 петли. И получаю 120 плюс 84 равно 204 петли. Это число делится на 4. В итоге набираем 204 петли, на перед 120, на спинку 84. Давайте приступать. Я связала 8 сантиметров резинкой 2 на 2. Использовала имитацию итальянского набора. Как она выполняется, на моем канале есть видеоурок. Ссылочка будет в описании. Всего у меня на спицах 204 петли. А для имитации я набирала в 102 петли. Использовала и для набора, и для вязания резинки спицы 4 мм. А основное тело мы будем вязать на спицах 4,5 мм. Я сделала разметку. Согласно нашим расчетам, красными маркерами я разделила спинку и перед, а вот эти вот желтые маркеры отмечают у меня косы. Начинаю я вязать с петель спинки. Беру спицы 4,5 мм и вяжу все петли до петель косы лицевыми. Обращайте внимание, как захватывать лицевую и изнаночную петли, чтобы они не были при провязывании скрещенными. Я дошла уже до петель косы, провязываю 2 изнаночных, 2 лицевых, затем 6 изнаночных. На моем канале есть подробный видео мастер-класс по вязанию такой косы или колоска, так что ссылка будет в описании. Готово 6 изнаночных. Дальше вновь 2 лицевые. 1 изнаночная, и сейчас мы добавим петлю для косы. Выполняем накид из протяжки и затем провязываем эту протяжку лицевой скрещенной. Дальше вяжем 1 изнаночную, 2 лицевых, 6 изнаночных. Вновь 2 лицевые и 2 изнаночные. Все, петли косы провязаны. Дальше мы вяжем между косами 6 лицевых и затем продолжаем для второй и третьей косы точно такой же расклад петель. Я довязала ряд до конца. Теперь уже петли, которые отмечают косы, мы можем убрать, потому что косы уже хорошо видно. И сейчас мы будем вязать 5 рядов, соблюдая узор, а в 6-м ряду будем выполнять смещение крайних кос, делать для этого прибавление и убавление. Я связала 5 рядов, идет 6-й ряд, и сейчас в 6-м ряду перед косой мы будем делать убавление. Я до петель косы не довязала 3 лицевых. И сейчас их разворачиваю вот таким образом, чтобы вязать за заднюю стенку. И провязываю 2 вместе. И затем петли косы вяжу по рисунку. Я провязала петли косы. После косы вяжем 1 лицевую. И сейчас будем делать прибавление из протяжки. Вот таким образом накидываю протяжку и вяжу ее за переднюю стенку, чтобы она получилась лицевой скрещенной. Дальше провязываю косу, которая по центру без изменений. И затем покажу, как выполнять убавление и прибавление перед крайней косой. Для центральной косы провязаны. Я не довязала 1 лицевую до крайней косы. И сейчас буду выполнять прибавление из протяжки. Накидываю протяжку так, чтобы вязать ее за заднюю стенку, и чтобы она получалась лицевой скрещенной. Дальше провязываем петли косы. Провязаны петли косы. Теперь вяжу 1 лицевую и делаю убавление, провязав 2 вместе за переднюю стенку. Вот такие убавления и прибавления перед косами будем делать в каждом 6-м ряду.
Вяжем свитер на необходимую длину. Я уже связала необходимую длину. Получилось у меня вместе с резинкой 30 сантиметров. Вот так выглядит прибавление возле колосков. С этой стороны убавление. Теперь мы будем делить наше полотно на перед и спинку и, конечно же, делать подрезы. Согласно нашим расчетам, подрез должен быть 10 петель. Но я все эти 10 петель не буду откладывать сразу же, а отложу только 6 петель на подрез, а остальные 4 петли постепенно убавлю со стороны переда и со стороны спинки. То есть вот у меня маркер, который разделяет наше полотно. Я сейчас не довязываю до него 3 петли и переснимаю 3 петли со стороны переда на подрез и затем 3 петли со стороны спинки также на подрез. Теперь мы поворачиваем наше вязание. Будем вязать только перед, вяжем поворотными рядами. И сейчас мы вот эти дополнительные петли подреза будем убавлять. Смотрите, я просто 2 петли провязываю сейчас вместе. Это необходимо для того, чтобы сформировать более округлую пройму, а не угловатую. Смотрите, вот у меня 6 петель подреза на булавочке и еще одну петлю мы добавили, то есть уже 7 петель. Затем добавим 8, а 9 и 10 со стороны спинки. Сейчас вяжем ряд практически до конца. И еще один момент. Обязательно нужно закончить вязание лицевым рядом, чтобы у нас по изнанке вязать все петли по рисунку, а по лицевой стороне все-таки вывязывать узор. Смотрите, я уже довязала петли переда до конца. У меня осталось 3 петли. Они идут на подрез. Снимаем их. 3 петли переда. И 3 петли от спинки. Теперь разворачиваем вязание. И в начале этого ряда также провязываем 2 петли вместе. Кромочную и первую петлю. Дальше мы вяжем по рисунку. У меня уже здесь не будет вмещаться наклон косы, поэтому будем вязать прямо. Я сейчас вяжу весь ряд до конца по узору, а в начале следующего ряда опять провяжу 2 петли вместе. То есть мы делаем в начале каждого ряда убавление, и всего должно получиться таких 2. По одному с каждой стороны у нас уже сделано. Я сформировала 2 убавления с одной стороны и со второй стороны. То есть подрезы мы закончили. У нас уже подрез состоит из 6 петель и вот этих 2 убавленных. То есть всего 8, и 9 и 10 петлю убавим со стороны спинки. Сейчас мы будем формировать пройму нашего свитера. Пройма будет формироваться за счет прибавлений. Мы будем выполнять прибавления. У нас получится вот такая вот косая линия. И длина этой косой линии должна быть равна полу обхвата бицепса, в моем случае 12 сантиметров. Прибавления будем делать в начале каждого ряда за счет накида. У меня начинается ряд, и я выполняю накид, а затем кромочную петлю вяжу по рисунку, то есть она должна быть изнаночной. Не затягивайте вот эти кромочные накиды, не вяжите их скрещенными, чтобы не стянуть пройму. Таким образом будем делать прибавку в начале каждого ряда, и как только у нас появится возможность формировать наклон косы, будем его формировать, но не в каждом 6-м ряду, а в каждом 4-м, то есть сделаем более крутой наклон косы. Таким образом выполняем прибавление, пока наша вот эта вот наклонная линия не достигнет полуобхвата бицепса. Я выполнила всего 10 прибавлений и связала 20 рядов. И теперь вот эта вот наклонная линия у меня равна полуобхвата бицепса, то есть 12 сантиметров. Это будет пройма, и сейчас мы будем формировать плечевой скос. Плечевой скос должен быть также состоять из 20 рядов, как и пройма. Но
убавления должны быть более крутыми. То есть, если мы здесь в каждом ряду прибавляли по одной петле, то когда будем вязать убавление, то будем убавлять по 2 петли за ряд. Когда я буду вязать по лицевой глади, я буду убавлять петли парами, у меня получится 4 пары. А когда перейду на петли колоска, то за счет того, что здесь другая плотность вязания, убавлять будем за раз по 4 петли. Все эти убавления будем формировать за счет укороченных рядов, чтобы у нас петли плеча оказались открытыми. И прежде чем начать вывязывать укороченные ряды, нужно будет определиться с вырезом горловины. Смотрите, я отметила маркерами красными то место, где у нас будет оканчиваться горловина и начинаться плечо, а синими маркерами отметила место, где у нас будет прямой участок горловины. Его определить очень легко. Вот так кладем ладонь и по краям ладони вешаем маркеры. Затем конец горловины определяем следующим образом. Охват шеи делим пополам и прибавляем 10 сантиметров на свободу облегания. У меня там получилось около 25 сантиметров. Это расстояние. Дальше мы должны определиться с глубиной горловины. Я тоже отталкиваюсь от обхвата шеи, делю на 6 и получаю примерно 5 сантиметров будет глубина горловины. Считаю ряды в 5 сантиметрах, у меня получается 11, но я возьму 12 рядов, необходимо четное количество. Раз будет глубина горловины 12 рядов, то с каждой стороны от прямого участка у меня должно быть по 6 маркеров, то есть в 2 раза меньше. Вот 2 маркера у меня уже есть, сюда нужно развешать еще 4. Первый участок делаем пошире, а затем, чем ближе к концу горловины, участки делать лучше поменьше. Я вот таким образом распределила. Первый участок 6 петель. Затем участок 4 петли, 3, 2 и 1 петелька. И точно так же с другой стороны развешиваем маркеры. Смотрите, мы уже знаем, что связать нам нужно 20 рядов, а вырез горловины будем формировать, когда останется 12 рядов. То есть сейчас мы 8 рядов вяжем, а потом приступим к оформлению выреза горловины. Разворачиваем полотно. И я сейчас буду вязать ряд, не дойдя до конца ряда 2 петли. Я не довязала до конца ряда 2 петли. Разворачиваю вязание. Буду формировать укороченные ряды японским методом. У меня на канале есть подробный мастер-класс по такому способу. Ссылку я оставлю в описании. Смотрите, я вешаю на рабочую нить маркер. И начинаю вязать ряд. То есть первую петлю снимаю. И дальше иду по рисунку. Наклон косы я уже больше формировать не буду. И сейчас мы будем вязать ряд, опять же, вот этот не до конца, а не дойдя 2 петли. И точно так же выполним разворот. По лицевой глади, напоминаю, будем не довязывать по 2 петли, по колоску 4 петли. Не забываем, что когда останется 12 рядов до конца, начнем формировать еще и вырез горловины. Мне уже осталось связать до конца 12 рядов, то есть нужно приступать к оформлению горловины. Я уже прошла лицевую гладь, вот у меня получилось 4 пары петель, связано всего 8 рядов. По изнаночной стороне имеется 4 маркера с одной стороны. И вот со второй стороны тоже 4 маркера, то есть укороченные ряды, они у нас отмечают. Смотрите, сейчас у меня идет ряд изнаночный, я разворачиваю вязание и буду вязать до синего маркера, то есть до начала прямого участка горловины. Потом точно так же развернусь при помощи японских укороченных рядов, буду вязать обратно. И здесь уже у меня начинаются петли колоска, буду не доходить по 4 петли до конца ряда. Потом буду до желтого, опять сюда, до следующего желтого. И так пока не дойду до красного маркера. В общей сложности должно получиться 20 рядов. Я сформировала уже вырез горловины. Доформировала плечевой скос. У меня получилось по изнаночной стороне 10 маркеров. Вот 10-й сейчас будет последний разворот. И сначала идут петли по 2 штуки, их 4. И потом 6 блоков по 4 петли. Я сейчас разворачиваю вязание, вяжу до начала горловины,
Обращайте внимание, что нужно правильно снимать первую петлю. Всегда ориентируемся на петлю, которая идет по лицевой стороне. Вот по лицевой должна быть изнаночная, так поэтому и снимите петлю так, чтобы по лицевой стороне была изнаночная. Все, дошла до выреза горловины, разворачиваюсь. И теперь буду вязать сглаживающий ряд, чтобы убрать все вот эти вот маркеры, которые у нас идут на изнаночной стороне. Как убирать эти маркеры, у меня в мастер-классе все подробно показано. Ссылочка будет в описании, можете посмотреть. И еще смотрите, когда будем вязать сглаживающий ряд, по возможности также соблюдаем узор. Например, вот в этом месте можно поменять, да, лицевые и изнаночные. Вот здесь вот соединить листик. Поэтому выполняем это. Вот когда лицевая петля, я ее разворачиваю, накидываю протяжку, которую держит маркер. Маркер убираю и петлю с протяжкой провязываю вместе. В итоге получается аккуратное соединение. Таким образом, избавляемся от всех маркеров и обязательно соблюдайте узор. Я провязала сглаживающий ряд. Сейчас мы провяжем ряд по изнаночной стороне и сократим петли косы. Это необходимо, чтобы нивелировать разность в плотности вязания колоска и лицевой глади, потому что по спинке у нас никакого колоска не будет. Еще благодаря в изнаночном ряду петли косы будем вязать следующим образом. Сначала просто 2 петли, затем следующие 2 петли вместе и еще следующие 2 петли вместе. Потом снова 2 петли и 2 раза вместе. Развернулись. Изнаночную гладь просто вяжем. Вот все, начались у меня петли косы. Я просто вяжу 2 петли по рисунку, следующие петли 2 вместе. Обязательно смотрим на изнаночную сторону, чтобы петли были провязаны вместе, не перекрещенными. Провязала петли косы. Теперь у меня коса не 27 петель, а 18 петель. Дальше я продолжаю довязывать изнаночный ряд. Выполняю сглаживающий ряд по горловине. При этом не теряем маркер начала выреза горловины, то есть его оставим. И потихоньку перейду на вторую половинку переда. То есть сейчас буду вязать вот так вот целый ряд, не дойдя уже до конца ряда 4 петли. Не довязала ряд на 4 петли, разворачиваю вязание. Посмотрите, у меня уже нету маркеров на одной половинке горловины, есть только маркер начала горловины. И сейчас я буду вязать до желтого маркера, затем здесь 4 петли не довязываю до следующего желтого. И таким образом формируем вторую часть плеча. Синий маркер пока остается нетронутым. Я сформировала плечо и вырез горловины по второй части переда, остановилась также возле начала выреза горловины, разворачиваю вязание, и у меня сглаживающий ряд будет вязаться по изнаночной стороне. Здесь будет немножко посложнее, потому что, провязывая сглаживающий ряд, нужно будет выполнять сам узор, то есть делать перекрещивание петель. Я выполнила сглаживающий ряд, он был сложный, его вязать пришлось по изнаночной стороне. Теперь, смотрите, мы опять должны провязать ряд по лицу, сократив петли косы, так же как с предыдущей стороны. Потом, сохранив маркер начала выреза, убрать вот эти вот все маркеры желтые и остановиться вот на синем маркере, то есть у начала прямого участка горловины. Я подсократила петли косы и довязала ряд до синего маркера. Все, на этом у нас перед готов.
Клубочек мы этот не обрезаем. Берем второй клубок и вяжем спинку. Формируем ее точно так же, как и перед. Сначала нужно 2 петли сократить для подреза, затем прибавить 10 петель. Вывязываем до этого момента и дальше я покажу, как рассчитать вырез горловины. Все, держу спинку лицом к себе и начинаю вязание первого ряда. В первом ряду пока убавления не делаем, начнем их со второго ряда. Я провязала 10 прибавлений по спинке. Теперь будем формировать плечевой скос и рассчитаем горловину. Смотрите, мы просто считаем, сколько петель у нас занимает плечевой скос по переду. У меня 33. И также отмечаю 33 петли с одной стороны и со второй стороны. Затем в центр кладем ладошку и отмечаем прямой участок горловины. Вырез горловины по спинке будет в 2 раза менее глубокий, то есть не 12, а 6 рядов. И поэтому нам потребуется всего лишь 3 маркера с каждой стороны. Укороченные ряды мы делаем также. У нас было сначала 4 пары петель не довязано до косы. Здесь мы делаем также. Потом, когда переходим на косу, чтобы снизить разность, чтобы убрать разность плотности вязания, будем не довязывать сначала 3, потом 2 петли, опять 3, 2 и так чередовать. Сейчас нам нужно связать 20 рядов, то есть когда останется до конца 6 рядов, начнем формировать горловину. Вывязываем обе части спинки так же, как и части переда. Я выполнила обе части спинки, остановилась также у прямого участка на вырезе горловины. А сейчас мы выполним плечевые швы по открытым петлям. Такой шов выполняется без помощи рабочей нити и иголки. Мастер-класс у меня есть на канале. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь показывать не буду. Я выполнила плечевые швы. Последнюю петлю от шва повесила на маркер. И точно так же сделала со второй стороны. Теперь приступим к выполнению горловины. Начинаю вязать горловину спереди, где у нас осталась рабочая нить. Беру спицы 4 мм. И начиная с колоска вписываю резинку 2 на 2 в колосок. Начинаю с одной изнаночной. Дальше у меня идут 2 лицевые, 2 изнаночные. Вновь 2 лицевые. Центральную петлю лицевую мы сократим, так же как делали при вязании низа. То есть я провязываю лицевую и изнаночную 2 вместе. И довязываем по колоску, чередуя петли согласно узору. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные, чтобы попасть в узор колоска. Я провязала петли колоска. Теперь перехожу на лицевую гладь. Здесь мы будем делать добавление, чтобы резинка не была слишком узкой. Прибавление будем делать в изнаночных дорожках. Я вяжу 2 лицевые, 1 изнаночную и 2 изнаночную добавляю из протяжки, провязывая ее изнаночной скрещенной. Затем 2 лицевые. И в следующей изнаночной дорожке я не буду делать протяжки, а провяжу просто 2 изнаночных. И таким образом будем чередовать. Где-то такое чередование может нарушиться, потому что мы должны замкнуть вязание в круг, и у нас узор должен совпасть. Так, продолжаем дальше. 2 лицевые, 2 изнаночные. 1 я провязала, 2 делаю из протяжки. Ну, 2 лицевые. И смотрите, дальше мы подошли к нашему шву. И вот здесь вот перед маркером такое большое расстояние. И мы здесь провяжем 3 петли из протяжки. Посмотрите, я беру просто одну сторону косички, скрещиваю ее. И у меня по рисунку идет лицевая. И я эту скрещенную петельку и провязываю лицевой. Дальше идут 2 изнаночные. Опять беру следующую протяжку, скрещиваю ее и провязываю изнаночной. И 3-ю петлю также делаю, скрещиваю протяжку и провязываю по рисунку, то есть в моем случае изнаночной. Дальше петлю, которая отмечена маркером, провязываю по рисунку. У меня идет лицевая.
Дальше после маркера участок более узкий, здесь поднимем 2 петли. Также поднимаю протяжку, скрещиваю и вяжу лицевой. И еще одну протяжку поднимаю. Она будет уже изнаночной. Все, дальше вновь переходим на лицевую гладь и вяжем изнаночные дорожки через раз с прибавлением. Я подняла все петли по горловине. Получилось всего 96 петель, было 59. И теперь я вяжу резинкой 2 на 2 воротничок на необходимую высоту. Я связала горловину, высоту получилась резинка 2 на 2 примерно 11,5 сантиметров. Я закрыла все иглой, сейчас расскажу как. Последний ряд резинки провязываем спицами предыдущего номера, то есть если мы вязали саму резинку 4 мм, то последний ряд нужно провязать спицами 3,75. Затем вяжем 2 ряда полой резинки и все закрываем иглой. Мастер-класс по закрыванию иглой и как перевести резинку 2 на 2 в полую у меня есть на канале. Ссылочка будет в описании под видео. Получается очень аккуратно и красиво. Такое закрытие держит форму и не дает резинке растягиваться, производить такой волнистый край. Теперь переходим к вязанию рукавов. Теперь приступаем к вязанию рукава. Вот наши петли подреза. У меня их 6, я их делю пополам. Получается 3 петли. Вот 3 петли я спустила и поднимаю их спицей 4,5 мм. Берем рабочую нить и провязываем эти 3 петли подреза. Дальше будем поднимать петли и вязать наш рукав от проймы сверху вниз. Смотрите, вот она тут протяжка, да. Вот я ввожу спицу в петлю, в которую входит эта протяжка. И набираю петельку. Дальше мы с вами делали убавки. Вот она убавка, подчеркнута вот такой вот протяжкой. И я ввожу сначала спицу под убавку, а потом вот в саму убавку. Ввела, вытянула петлю. Теперь в саму убавку. Убавки такие мы делали 2 раза. То есть вот она следующая убавка, сама убавка и петля под ней. Также 1 и 2. Дальше у нас идет такой ряд без убавок, без прибавок. Вот эта кромочная такая растянутая петля, она нам не подойдет. Я ввожу спицу в следующую петлю и вытягиваю рабочую нить. Теперь набирать будем петли по прибавкам. Обратите внимание, хотя мы вязали свитер снизу вверх, но мы сейчас должны вот видеть эти ряды так, как будто мы вязали сверху вниз. Ищем вот этот вот ряд, вот он как бы идет вниз. Вводим в первую петлю за одну дужку и сразу же во вторую петлю. Теперь следующая пара прибавлений. Вот она идет, вот первая петля, я в нее ввела, и вот сразу же над ней вторая петля. Дальше следующая пара прибавлений. Ввожу в петлю и в следующую. То есть, видите, у нас как бы вот это идет, вот она, косичка вниз, и петля как бы из нее должна исходить вниз. Опять берем следующую пару. 1 и сразу же 2. И вот таким образом парами мы с вами будем набирать петли, постоянно как бы сдвигаясь. Вот я набрала петлю, пару петель, сдвинулась в следующий ряд. Обязательно, чтобы ряд был как бы вниз идет. Косичка должна идти вниз, тогда будет более красивый край. Таким образом набираем до плечевого шва. Я дошла до плечевого шва, теперь из центра плечевого шва тоже набираем петлю. И дальше идем вниз по пройме. Также находим пары петель. Смотрите на полотно так, что как будто бы вы вязали сверху вниз, чтобы линии косичек были как бы нисходящие. Также набираем пары петель. Потом сдвигаемся. И таким образом набираем петли по всей пройме. Я набрала петли и по второй части проймы. Дошла опять до петель подреза. Провязываю их лицевыми.
Всего у меня получилась пройма 59 петель. Мы сейчас вешаем маркер начала ряда и вяжем рукав по кругу лицевой гладью на необходимую длину. Если хотите стандартную длину, то вяжем до косточки на запястье. Если удлиненные, как у меня, то чтобы скрыла вот так вот ладонь до косточек. Я связала рукав на необходимую длину. Он у меня будет удлиненный. Получился 102 ряда. Посмотрите, как аккуратно выглядит стык самого свитера и рукава. Теперь мы будем вязать манжет спицами 4 мм, резиночкой 2 на 2. Я уже выполнила манжет на рукаве, закрывала петли точно так же, как и по горловине. Теперь мы также выполняем второй рукав. Оба рукава готовы, и наш свитер тоже готов, поэтому жду ваши лайки, присылайте ваши работы, буду с удовольствием их смотреть, можете отмечать их вот таким хэштегом «Вяжу с Кэт рукодельницей». И до скорых встреч, всем пока!